Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на эту зиму 2024-2025 года. Да, дорогие, присаживайтесь поудобнее. Это подекадный гороскоп для тельцов на зиму эмоций. Да, ребят, будем планировать оставшиеся денечки декабря и январь и февраль, что не очень маловажно для того, чтобы начать активно и продуктивно свой 2025. Ну что, ребят, готовы? Поехали! Да, у нас осталась финальная неделя 2024 года, финальная неделя декабря, она достаточно эмоциональная. Несмотря на то, что у нас уже, можно сказать, на небе закончилось очень много событий, то есть и развернулся ретроградный Нептун, и Марс ушел в ретроградное движение, и зимнее солнцестояние у нас было, что, казалось бы, осталось до декабря. Ребят, но на самом-то деле с зимнего солнцестояния начинает еще собираться такая достаточно мощная, продуктивная энергия, но она такая, знаете, рассеянная. Но при этом сейчас она еще более-менее активная, я бы сказала, на движнике, потому что ретроградный Марс, он у нас еще во Льве до 6 января 2025. И поэтому все дела, заботы будут такие активны. А уже 6 января ретроградный Марс у нас перейдет в знак Рака и станет, конечно, энергия такая более вязкая, более эмоциональная, для кого-то более душевная, кто умеет черпать эмоции для действий именно из своих потаенных историй души, то это вообще абсолютно нормальная, да, тема. Поэтому здесь, ребят, понимаете, как вы умеете действовать, как вам хорошо, как вам спокойно до 6 января максимально активно, амбициозно внедрить, или же после. Но там у нас тоже на небе очень много событий, которые заставляют нас подумать, конечно. Подумать — это и есть основная такая история, которая заставит нас потерять время. И все это будет состоять из эмоций. И да, финальная неделя декабря у нас к последним числам декабря складывается как раз-таки точная оппозиция ретроградного Марса с Плутоном. Да, ребят, это то самое, что мы с вами проживали осенью 2024 года. Это тот же самый аспект. Сейчас Марс находится в ретроградном движении, поэтому все то, о чем думали, делали, не получалось сделать в сентябре, в октябре, в ноябре и в первой половине декабря 2024, сейчас продолжится как раз-таки в январе и феврале 2025. Поэтому, ребят, работа над ошибками, больше всего это, конечно, относится к тельцам именно первой декады. Да, дорогие, вот так уж на вас влияет история вот этих движений, передвижений. Нужно двигаться мощно, нужно двигаться активно. Я бы сказала, продвигаться вперед и не стесняться, потому что тельцы у нас такой знак, который может просидеть, подумать, повыбирать, взвесить. Такой все-таки, ну не зря же тельцами управляет Венера, да, то есть здесь есть такой момент неторопливости и взвешенности решений. Не скажу, что это плохо, нет. В условиях вот такого движника иногда подумать, заземлиться, остановиться, уделить больше времени для принятия решения, это на самом-то деле нормальный такой вариант. И здесь скажу, что тельцы третьей декады у вас будет история движения, активности, более легкая, чем у тельцов первой декады. Да, ребят, скажу, что тельцы, если вы смотрите мне первый раз, да, тельцы первой декады — это те, кто родился в апреле, тельцы второй декады, кто родился с 1 по 10 мая, тельцы третьей декады, кто родился с 11 мая и до знака зодиака Близнецы. Да, ребят, вот такая градация. И вернемся. Марс-Плутон к концу декабря, как раз, можно сказать, к новогоднему столу, там 29-30 числа, становится в точную оппозицию, самый напряженный момент. И в ретроградном движении, когда Марс находится в ретроградном движении, у нас сил для действий меньше, да, то есть мы уже накалены, и мы не можем взвешенно принимать решения. Так вот, максимально напряженный момент будет для тельцов
первой декады. Для тельцов третьей декады этот момент будет активный, не с помарочкой минус, но есть вариант залениться. Поэтому тельцы третьей декады максимально старайтесь реализовать к этому моменту все, что вы хотели, у вас должно получиться. Прикладывайте силы, понимаете, что необходимо действовать. Для тельцов второй, ребят, на вас очень хорошо влияет и в этом декабре, и если забегать вперед, как раз-таки и январь, и февраль на вас очень хорошо будет влиять Сатурн, который сейчас идет по рыбам второй декады, да, и делает прекрасно, шикарный, я бы сказала, секстиль к Солнцу в транзитных картах тельцов второй декады. Поэтому, ребят, здесь продуктивные, планомерные действия, все то, что вы планировали ранее. Если вы любите делать, работать по чек-листу, да, делайте, конечно же, будет у вас хорошо получаться, потому что Сатурн — это та планета, он сейчас не в ретроградном движении, которая дает результаты всех своих трудов. То есть здесь не получится того, что вы не увидите результат. Обычно, когда мы действуем вместе с Сатурном, мы всегда любим тот результат, который получаем, потому что он на самом-то деле честный. Количество вложенных сил – это такие нераспыленные эмоции, это на самом деле силы, и они всегда приходят в финансовом эквиваленте. Поэтому, ребят, здесь, конечно же, будьте честны с собой, соблюдайте свой план, тельцы второй декады, и все у вас будет хорошо. Ну а если же вы решили залениться, тогда, ребят, да, здесь, конечно, момент такой будет двоякий. И да, скажу, что, ребят, тельцы второй декады, в конце декабря будьте, пожалуйста, аккуратны в любовных отношениях, потому что есть вариант их испортить. Венера как раз-таки находится в квадратуре с Ураном, это аспект свободы, когда хочется сказать: я устал, я ухожу. Не уходите. Закончится декабрь, и аспект распадется, перестанет иметь свою силу, и уже не захочется ругаться. Поэтому здесь вот такой вариант. Ребята, будьте терпеливее, я так хочу сказать, да. Понимайте, что момент временный, не портите себе новогоднее настроение, которое обещает быть очень даже неплохим. И что, ребят, финальные аккорды 2024 года. Последний день уходящего года у нас, естественно, это новолуние. Да, новолуние в Козероге. Я не скажу, что этот день будет каким-то очень сложным, печальным. Нет. Ребят, очень классное новолуние в Козероге, которое зарядит на новый лунный цикл. Прекрасно, нужно начинать действовать, нужно быть активными. Конечно, захочется составить себе план. И именно я, конечно, советую составлять план, не чек-лист, не карту желаний, да, а именно четкий план, чтобы понимать, что если вам придется отступать от каких-то правил, от норм, чтобы у вас был запасной вариант. Особенно я это говорю тельцам третьей декады, потому что у вас как раз-таки Уран в ретроградном движении идет по третьей декаде тельцов, и здесь вам нужно именно как раз-таки план, что если что-то не случилось, нужен запасной вариант, план Б, потому что Уран всегда вносит коррективы. И скажу, что январь, вот новый лунный цикл, который начнется с 31 декабря и продлится до 29 января, будет как раз-таки неоднозначным. И тельцам третьей декады нужно будет как раз-таки эту историю подумать и прочувствовать, что если не получается что-то одно, нужно, значит, делать что-то другое, спокойно к этому относиться, философски, потому что здесь все-таки, ребят, скажу, что новый лунный цикл принесет для тельцов третьей декады очень много движения, активности, бодрости. Здесь Уран, хоть и заставляет реально думать по-новому, здесь и Нептун, который все-таки делает секстиль, это очень благоприятный
аспект, который дает воодушевление к креативу, к творчеству, к решению задач нестандартным путем, именно душевно, как хочется, как нравится. Поэтому здесь не отступайте от своего плана, именно как раз-таки тельцы третьей декады. Ну и, конечно же, тельцы второй декады, здесь Сатурн в директном движении говорит вам: ребята, делаем продуктивно, на хорошем аспекте. И именно таким будет новый лунный цикл как раз-таки для тельцов второй декады. Просто, ребята, для вас весь месяц, весь новый лунный цикл будет в таком моменте тратить или копить, потому что здесь Сатурн находится в квадратуре с Юпитером. Еще с ретроградным Юпитером развиваться очень не захочется, да, то есть, по крайней мере, будут такие мысли. Все зависит, конечно же, от того, в каком состоянии Юпитер вашей натальной карты, потому что прекрасно мы все понимаем, что мы все пришли с разным бэкграундом, у всех абсолютно разные комбинации в натальной карте. Да, ребят, я рассказываю общий гороскоп и то подекадно, да, но для каждого отдельного тельца определенной декады все равно будут еще дополнительные аспекты, которые будут работать, возможно, сильнее тех событий, которые я сейчас описываю, да. Поэтому здесь имейте на это такую помарочку, да. Поэтому момент с развитием у тельцов второй декады немножечко, я скажу так, провиснет, да, и начнется уже более ярко, более активно, более мощно с 4 февраля, когда Юпитер выйдет из ретроградного движения и станет директным. Тогда тельцам второй декады захочется прям активности, мощи, действий. И это на самом деле хорошо. Но я не скажу, что нужно потерять январь. Нет, январь оставьте для продуктивной и четкой работы, тельцы второй декады. Тельцы первой декады у вас обещает быть бурный, активный и новый лунный цикл. И вообще, в принципе, 2025 год. Поэтому, ребята, кто еще не смотрел гороскоп на 2025 год, в конце видео обязательно прикреплю. Посмотрите, спланируйте свой год для того, чтобы четко понимать, на что расходовать свои силы, энергию и мотивацию, а на что не стоит. Ну и, конечно же, как всегда, задавайте вопросы, я в режиме свободного времени на них отвечу. Да, ребята, идем вперед. Новый лунный цикл и вообще, в принципе, 2025 год для тельцов первой декады будет мощный. Здесь скажу вам так, ребят, Плутон делает квадратуру к вашему Солнцу в транзитных картах. Плутон уже больше не спрячется, не вернется в Козерога, будет идти по Водолею, а значит, на ближайшие несколько лет тельцы первой декады, у вас момент подъема. То есть многие любят говорить: да что ж такого мы сделали миру, почему так сложно? Да, Плутон вносит сложности. Плутон в квадратуре к Солнцу заставляет делать больше, заставляет поднимать объем своей энергии, заставляет активно идти вперед, уже не стесняться, уже не думать, не подвисать слишком долго. А эта история как раз-таки, когда пришло время действовать. События, которые сложатся с нами у нас, у всех весной 2025 года, март-апрель будут событийными, поэтому, ребят, здесь, пожалуйста, понимайте, что нужно начать действовать. И как раз-таки новый лунный цикл открывает вот эту историю с 31 декабря. Подбой курантов, кто-то будет подводить итоги, кто-то будет составлять себе план на Новый год. И для тельцов первой декады я бы сказала: ребят, мощно реализуйте свои амбиции в этом как раз-таки плане на год, на 5 лет, на 10 лет тоже можно. Ребят, вообще советую вам начать делать и думать, как хотите именно вы, мощно, активно, ярко реализовать все то, что вы хотите, потому что давно пора уже понять, что тельцы первой декады находитесь все-таки под управлением Марса, то есть от вас еще фонит таким пробивным овном, когда вам хочется дерзко, когда вам хочется красиво, когда вам хочется финансово стабильно, мощно, ярко. И эта история очень для вас важная, она такая глобальная, я бы сказала. И когда у нас в июне 2025 года Юпитер поменяет знак, перейдет из Близнецов в Рака, здесь, конечно, тельцы первой декады почувствуют очень сильный такой приход мощной энергии. Поэтому, ребят, скажу вам так, а до вот этих всех событий необходимо уже начать действовать по-тельцовски, чтобы потом не пришлось вот это все в кипише, сумбурно, быстро, то, как вы не любите. Поэтому, да, ребят, вот так начинается у нас финальный день
уходящего года запускает новый цикл, и мы плавно с вами передвигаемся уже в 2025. Я не скажу, что он будет каким-то очень сложным, мощным, напряженным. Те, кто ждал события, те, кто ждал движения, активности и развития, наступает то самое время. Ну и, конечно же, 6 января у нас в ретроградном движении Марс переходит из Льва в Рака, да, а тельцы первой декады почувствуют эмоциональные нотки внутренних перемен. Да, ребята, это не связано не просто еще с точной оппозицией Марса-Плутона, да, это еще связано с тем, что у нас 12 января кармические узлы меняют знак. Все будут чувствовать это событие на небе. У нас кармические узлы 1,5 года были на оси Овна, Весов, сейчас же они переходят на ось Рыбы, Девы, да, и мы каждый потихоньку начнем играть свою историю. Очень сильно, очень мощно эту историю почувствуют, конечно же, сейчас тельцы третьей декады, первая половина 2025 года, дорогие тельцы третьей декады, вы будете чувствовать, что от вас будто Вселенная просит что-то сделать глобальное, мощное, как вы хотите. Жить по-тельцовски, жить на своей волне, жить, идти своим путем в этой жизни. Это самое ценное и самое важное, на самом деле, что мы можем себе позволить, да, жить свою жизнь, чувствовать себя живым. И этот вопрос как раз-таки будут решать тельцы третьей декады, тельцы второй декады будут решать этот вопрос и чувствовать, как они хотят. Это вторая половина 2025 года. И первая половина 2026 года с этой историей будут, конечно же, разбираться тельцы первой декады. Там у вас много осознаний, там у вас много движений. И так для каждой декады тельцов по-разному, естественно, будет складываться. У кого-то сходятся определенные планеты. Про это я еще, у меня будет, конечно же, большое видео. Все в одном невозможно уместить. Ребят, прошу понять и простить. Поэтому идем дальше. Ну и, конечно же, у нас 14 января полнолуние. 14 января первое полнолуние Нового года. У нас полнолуние в Раке. И можно было сказать, что это такое спокойное, легкое полнолуние, да. Но, ребят, скажу как есть. У нас на момент полнолуния Луна будет в соединении с Марсом, поэтому здесь движняк, здесь активность. Очень мощно ощущают это полнолуние, конечно же, тельцы первой декады, потому что на вас влияние Плутона как раз таки, да, и потихонечку у нас Солнце с Плутоном начнут соединяться, да. Много аспектов на это полнолуние. Здесь, конечно, и про развитие, здесь, конечно, про движение вперед, здесь, конечно же, и про нестандартный подход и мышление к действию. Ну и скажу, ребят, так, тельцы всех декад, у нас с вами открывается момент на небе, когда мы либо 2 недели у нас такие эмоциональные, напряженные, такое время, когда мы его тратим впустую, когда мы, в принципе, можно расслабиться, в принципе, можно отдохнуть, кто устал, трудился весь год, в принципе, есть такой момент, да, либо же это 2 недели возможностей для реализации своих амбициозных, таких, я бы сказала, мужских качеств, да, продвижения, действий, активности. Очень хорошие аспекты на полнолуние, поэтому здесь кто готов действовать хорошо, тельцы третьей декады, я бы посоветовала сделать как можно больше, потому что очень много классных гармоничных аспектов для этого, для движения. Здесь и Нептун, здесь и Уран вносит нотки креатива, да. Здесь и, конечно же, Марс в оппозиции с Плутоном, которые все-таки говорят: сделай больше, и потом финансовая прибыль, выручка к тебе все равно вернется, да. У тельцов второй декады, конечно, отходит на второй план квадратура Сатурна с Юпитером, поэтому здесь, ребят, момент тратить или копить уже не будет столько мучить, да, сколько будет история, конечно же, закручиваться. Захочется здесь 50 на 50, я бы сказала, у тельцов второй декады, продуктивно поработать или же любовные отношения. И то, ребят, можете в себя вместить и отдохнуть,
и поработать. Главное планомерно, главное без каких-то таких перекосов в одну или в другую сферу. Будьте тактичны, будьте расслаблены, все у вас будет хорошо. Поэтому здесь это при наличии дополнительных аспектов, которые я в принципе сейчас не могу вам сказать, только по солнышку вашему раскладываю, потому что те тельцы, которые живут по солнышку, ощущают себя вот теми самыми кайфушными тельцами, да? Поэтому кайфуйте от себя, тельцы второй декады, будет вам хорошо, счастье. Продуктивность. Почему говорю про работу? Потому что уже в феврале Сатурн уйдет с вашей второй декады и будет, я бы сказала, продуктивно помогать тельцам третьей декады. Поэтому те, кто любит делать все четко, планомерно по календарю, да, здесь Сатурн будет вам еще весь январь помогать. Ну и тельцы первой декады, ребят, максимально включаем настроение от эмоций, да, чувствуем, почему у вас те самые эмоции, они напряжение, либо же они эмоции отстраненности, когда не хочется наоборот ничего делать. Почему не хочется ничего делать? Потому что сейчас у тельцов первой декады момент должен быть наоборот внутренних переворотов, внутренних трансформаций для действий. Это такой момент, в котором, если перестать задавать себе вопрос «почему?», «почему так плохо?», нет, это вопрос возможностей, это вопрос очень больших возможностей. И если вы сейчас эту внутреннюю трудность, барьеры и зажатости преодолеете, дорогие тельцы первой декады, то здесь Плутон дает вам очень большую силу и для финансовой стабильности, пробивные возможности, заработок, которым вы можете в принципе несколько лет вот так мощно, классно вложить, а окупаемость от вложенных сил потом будет на долгие годы и даже десятилетия. Поэтому здесь вопрос большого такого мощного подъема. Дорогие тельцы первой декады, я бы сказала, что в январе эту эмоцию, эти силы очень сильно нужно в себе найти. И черпать их из внутренних, конечно, резервов, из отношений с близкими, из отношений с родителями в том числе, да, можно сказать, проработать родительско-детские отношения, да просто побыть со своими близкими, родными и понять, что вам нравится в этих отношениях, что не нравится, и что вы хотите, чтобы в вашей семье было по-другому, да. Постройте свой мир, как и в любовных, в семейных отношениях, так и в работе, в карьере, бизнесе. Посмотрите просто и честно на свою семью, что вы хотите сделать по-другому, не потому что у кого-то что-то не так криво, да, а потому что вы хотите просто по-другому. Это такой нормальный ход истории для тельцов. И да, ребят, идем дальше. Следующее событие января, 29 января, у нас новый лунный цикл, новолуние в Водолее. И последняя неделя января традиционно у нас разворачивается из ретроградного движения Уран. Да, ребят, Уран у нас разворачивается и идет свой, я бы сказала, финальный отрезок по тельцам третьей декады до 7 июля 2025 года. Поэтому, ребята, все те, кто любит у нас активно, креативно, быстро что-то в своей жизни решать, это я говорю про тельцов третьей декады, Уран еще находится с вами, поэтому здесь новые проекты, продвижение, строительство, работа с будущим, работа с большими коллективами, когда вы любите хватать удачу за хвост и делать все быстро здесь и сейчас. Конечно же, финальная неделя января немножко заземлит, остановит вот эту эмоцию, да, но Уран развернется и уже с начала февраля начнется быстрое активное ускорение движений. Это для тельцов третьей декады. Тельцы второй декады, конечно же, ребят, Сатурн уже все переходит, делает активную, я скажу, что позицию переходит из второй декады в третью, и уже, конечно же, ребята, уже нет той продуктивности, уже нет того состояния четкости, планомерности, да, уже на своих силах, уже на своих эмоциях,
И здесь скажу, что Плутон в аспекте с Марсом ретроградным будут давать вам такую эмоцию движения для действий. Но эта эмоция такая будет не сильно напряженная, поэтому понимаете, что если вы все-таки любите двигаться из событий, когда вас немножко подталкивают вперед, тогда здесь будет сложновато. Если вы любите медленно и размеренно, тельцы второй декады, тогда я скажу, что новый лунный цикл, который начнется 29 февраля, 29 января и продлится до 28 февраля, будет для вас такой достаточно планомерный, спокойный, без особых движений, нервов и тому подобное, и каждому свое на самом-то деле. Тельцы первой декады, да, ребят, конечно же, скажу, что здесь все-таки Плутон, здесь Плутон еще в соединении с Меркурием, поэтому делайте четко, делайте планомерно, делайте активно, и Солнце все-таки в соединении с Луной в Водолее двигают тельцов к развитию на будущее, ребят, поэтому не зависайте в переживаниях, думайте о будущем. Этот лунный цикл новый с 29 января будет достаточно динамичным, да, будет казаться, что он идет на ускорение, не такой медленный. Подумать времени уже будет гораздо меньше. Это про тельцов первой декады и, естественно, тельцов третьей декады. Здесь, конечно же, вам придется ускориться, тельцам первой декады придется ускориться еще сильнее. Поэтому, ребята, я не скажу, что как-то вот оно, как пишут мне в комментариях, ну что ж так все плохо-то? Да нет, просто нужно делать. Движение – это жизнь, это развитие, да, и нужно понимать эту историю. Когда мы находимся в застое, с нами ничего не происходит хорошего, а все события, которые, ну вот, они должны были прийти, вот они и приходят. Ну, не сказать, что они с помарочкой прям супер классные, да, супер классные мы сами себе должны предоставить. Поэтому, ребята, идем вперед. У нас начало февраля, первая его неделя, с 4 февраля перестает быть в ретроградном движении Юпитер, он разворачивается и начинает идти вперед. И да, ребят, скажу вам так, что февраль будет достаточно быстрым, ускоренным событием в нашей жизни, потому что здесь, скажу, что нужно очень много чего еще успеть, связанных с Венерой. Да, ребят, у нас, забегаю вперед, со 2 марта начинается период ретроградной Венеры, которая продлится с нами до середины апреля 2025. Поэтому все, что вам хочется сделать в этом феврале, весне, все, что хочется сделать с финансами, с внешним обликом, имиджем, да, любовной сферы, прекрасное время на февраль. Ребят, обычно февраль не такой месяц для любовных отношений, многие думают про финансы, про деньги, Венера тоже про деньги, но здесь нужно понимать, что те деньги, которые приходят из состояния, когда нам нравится, а Телец — это тот знак зодиака, который любит что-то делать, когда нравится. Поэтому здесь, ребят, нужно понять свою вот такую внутреннюю философию. Ну и скажу, что у нас с началом февраля, с разворотом Юпитера, Венера переходит в знак Овна, и такое активное, бодрое движение. Да? Поэтому понимаете, что вы хотите сделать. Нарисуйте себе план на февраль месяц по финансам. Что хотите себе купить, как вы хотите распорядиться своими финансами. Выделите обязательное время для любовных отношений, для отдыха. Хорошее для этого времени, для работы в том числе. Постарайтесь внедрить как можно больше в работе, чего вам нравится, и идите вперед в будущее на ускорение. Юпитер выходит из ретроградного коллапса, я бы так сказала, и будет идти вперед. Юпитер будет в директном положении, ребят, ну больше, чем на полгода, поэтому здесь, понимаете, всю эту философию и мудрость. И в июне 2025 года Юпитер перейдет из знака зодиака Близнецы в Рак. И здесь, конечно же, начнется такое бодрое, позитивное, более движение для тельцов
первой декады, и вы почувствуете как раз-таки тот азарт, стремление в будущее, в лучшее. Поэтому здесь, ребята, скажу так, что февраль начинается активно, бодро. Первую недельку мы еще побудем в таком состоянии, не скажу, что напряжении, нет, просто как будто мы немножко вот так замерли и думаем, что же нам делать дальше. Да, развернется Юпитер, Венера поменяет знак, северный кармический узел соединится с Нептуном в Рыбах, Сатурн перейдет из второй декады в третью Рыб, и начнется другое движение. Уже перестал быть ретроградный Уран, и мы вот как раз-таки в феврале начинаем активно идти вперед. Ни одной ретроградной планеты на небе. Все ретроградности начнутся у нас опять. Ретроградная Венера, ретроградный Меркурий и коридор затмения. Это все в марте 25-го. А февраль, вторая, третья и четвертая неделя, я скажу, ребята, для активных действий. И что же мы идем вперед? У нас 12 февраля полнолуние во Льве, свободолюбивое полнолуние, потому что у нас здесь Уран оказывает такое движение на квадратурах, особенно сильно захотят сказать: я устал, я ухожу, тельцы третьей декады. Подождите, ребята, немножечко, пройдет полнолуние, вот самые яркие такие эмоции будут в это полнолуние, и все, не захочется вам больше: я устал, я ухожу, за свою свободу топить. Не надо. Побудьте в отношениях, поймите, что если вам хочется выйти из этих отношений, значит, вы в них не живете свою жизнь. Вы либо слились с партнером, либо перекладываете на него ответственность. Поймите, чего же вы хотите, начинайте в этих отношениях двигаться активно вперед, как надо, как хочется вам. Вот так и надо, ребят. Ну, тельцы второй и первой декады у вас, ребят, все по плану. Тельцы, конечно же, второй декады активно, планомерно начинайте действовать активно. Здесь еще у нас пока ретроградный Марс до 24 февраля в ретроградном движении, но вам, дорогие тельцы второй декады, он, скажу, помогает. Помогает разобраться в тех эмоциях, в которых вы не могли разобраться ранее. И я надеюсь, что это только эмоции, не сплошные действия под фоном эмоционального состояния. Если вы просто эмоционируете, переживаете в себе бурные любовные эмоции, это хорошо, это неплохо, да? А вот если вы пытаетесь вот обвинить, разрушить свою жизнь, жизнь близких, остановитесь, подождите, уйдет ретроградный Марс, и не захочется уже вот так действовать, захочется действовать более гармонично, и будет хорошо на самом деле. Тельцы первой декады в этом полнолунии, я не скажу, что для вас будет как-то вот очень сильно сложно дастся. Нет, для вас это полнолуние, наоборот, подумать, что же вы хотите сделать, как вы хотите реализовать свою жизнь с точки зрения профессиональной сферы, с точки зрения, если вы решили жить общественной жизнью, то есть в обществе, да, как вы себя проявите, ваш внешний облик, имидж, своя репутация, насколько она для вас важна, каким путем вы пойдете. Для вас будет такой достаточно очень яркий эмоциональный день, и это хорошо. Полнолуние всегда такое, оно эмоциональное событие на небе, поэтому здесь идем вперед, действуем активно. Ну и, ребят, финальные недели эмоциональной зимы 25 года, ну что у нас? Плавно движемся к завершению ретроградной фазы у Марса. 24 февраля эта история у нас закончится. 28 февраля у нас начинается новый лунный цикл. Поистине самый эмоциональный день зимы после смены кармических узлов оси, да. У нас новолуние в Рыбах 28 февраля, и вот к этому моменту у нас эмоции будут, я скажу, захлестывать. У каждого, конечно, по-разному, да. Вообще, в принципе, завершает ретроградную фазу Марс в очень хороший день с гармоничными аспектами. И я скажу, что новолуние 28 февраля
тоже будет на гармоничных аспектах. Правда, очень много планет у нас будет на этот момент в рыбах, поэтому у нас и эмоциональное будет новолуние, эмоциональный будет новый лунный цикл, но это и не мудрено, ребят. И мы, конечно же, все чувствуем это заранее. То есть финальные 2 недели февраля будут у нас, я бы так сказала, живем по интуиции, по внутреннему чутью, да, как нам хочется делать, как нам хочется действовать. И здесь, конечно же, максимально эмоционально будут чувствовать эту историю тельцы первой декады, потому что здесь Лилит заканчивает свое движение по тельцам, и в конце марта 2025 года поменяет свой знак на Скорпиона. И, ребят, тельцы первой декады, здесь уже начнется такая бурная, мощная эмоция работы со своими страхами, преградами, переживаниями, да. А пока все-таки, ребят, подводим итоги, да, эмоциональной зимы для тельцов первой декады. Скажу, ребят, так, что это такой небольшой плацдарм, когда мы можем попереживать внутри, немножечко подумать, немножечко позависать, как же нам хочется все-таки в глобальном плане действовать, в глобальном плане жить, думать, проявляться в этом мире, каким путем мы хотим пойти. Мы хотим вот такой уровень своей жизни, или все-таки мы мечтаем о большом, глобальном, мощном и, я бы сказала, сердитом плане, да? Но здесь все-таки тогда придется подняться и очень сильно развить свой эмоциональный интеллект, свою силу как раз-таки, потому что Плутон приходит с таким аспектом, чтобы внутреннюю силу поднять, да, не просто замотивировать, а внутреннюю силу поднять, и это черпается, естественно, из своего внутреннего состояния. Поэтому старайтесь максимально отдыхать, расслабляться, понимать силу своих действий, эмоциональную составляющую в своих поступках. Для чего вы делаете или не делаете то, что нужно? Почему в жизни столько трудностей и сложностей? Возможно, потому что вы засиделись, и Плутон пришел вас из этого состояния поднять. Понимаете, что не просто так все случается на небе, и если определенные события заходят к нам в дом, и мы к ним не готовы, значит мы, ребят, правда засиделись. И здесь такая философия для тельцов первой декады. Тельцы второй декады, скажу я вам так, ребят, у вас очень продуктивная должна быть зима, если вы делаете, если вы стремитесь вперед, если вы составляете план. Конечно же, февраль уже подходит к другим событиям, но все-таки зима 2024-2025 года для вас классная, четкая, планомерная с действием. Здесь идите вперед, стройте план, развивайтесь. В феврале так вообще можно ускориться очень сильно с Юпитером, поэтому здесь действуйте. Это тельцы второй декады. Ни в коем случае не пребывайте в унынии, для вас это печальная история будет. Тельцы третьей декады. Я скажу, что для вас эта зима разделится на первую половину и на вторую. Да? Если с учетом того, что декабрь достаточно динамичный, январь очень поистине эмоциональный, то февраль уже идет на ускорение. Да? То есть если декабрь и январь это такая работа над ошибками своих прошлых задач, переживаний, то февраль, когда уже развернулся Уран, мы идем вперед, активно действуем, работа с новым, с большими, глобальными, ясными такими проектами, когда нам хочется развернуть свою деятельность вперед. Конечно же, этот момент будет немножко сложноват для любовных отношений, потому что свое внутреннее я и эго будет немножко вторых половинок наших осаждать. Да? Поэтому здесь, ребят, просто будьте аккуратны и тактичны, и понимайте, что у вторых половинок тоже есть свой уровень свободы, и это такая история достаточно нормальная. Да? Нужно понимать это и не топить своего партнера. Поэтому да, ребят, тельцы третьей декады, здесь и Нептун, и уже и Сатурн во вторую декаду пришел. Четкость и планомерность все-таки будет заземлять Урана, который идет по третьей декаде тельцовской, да, поэтому здесь будет такое комбо, планомерность, и все-таки мне хочется сделать не так, как все, все-таки мне хочется сделать с определенным уровнем свободы, поэтому да, действуйте, кармические узлы, которые поменяли знаки и оси, будут вам всячески помогать, тельцы третьей декады, хоть и сложновато,
ну да, будут помогать, и будет все-таки здесь задачки не такие сложные вам в жизни попадаться. Ребят, вот такая зима, зима эмоций, каждый по-своему черпает здесь настроение, силы, и все-таки, ребят, скажу, что нужно в эту зиму поработать не столько физически, не столько напряженно, сколько внутренне и эмоционально. И вот если расставить вот здесь все пешки в своей партии, то будет очень даже хорошо. И все-таки я, как обычно, говорю вам, нужно брать вот такой четкий лист и начинать вот так классно делать, расписывать, что мы хотим сделать, как нам хочется делать. И Тельцы третьей декады, конечно же, всегда прописывайте план Б. Здесь Уран всегда вносит коррективы, чтобы лишний раз не эмоционировать и идти вперед не по одному плану, так по-другому, чтобы было все понятно и четко. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам потрясающей зимы, классного начала года, хоть и большая мотивирующая поздравлялка от меня еще будет под бой курантом, но все же идем вперед, планомерно действуем, как нам хочется. Ребята, если остались вопросы, оставляйте в комментариях к этому видео. Обязательно дата, время, место рождения. И я на январских праздниках буду отвечать на все ваши вопросы. Постараюсь максимально этот вопрос для вас решить. Ну что, ребят, вот такой новогодний подарок небольшой. Поэтому увидимся с вами в следующем видео. Ну и по классике в конце актуальные ролики. Кто не видел, посмотрите, примите верное решение и спланируйте свое драгоценное время. Ну что, увидимся с вами в следующем ролике. Пока-пока.